Продолжается эпопея вокруг Ормузского пролива, и это из области, что каждую минуту, каждый час, кажется, меняются новости, только официально заявят, что о чем-то договорились, как через короткий промежуток времени уже никто ни о чем не договорился, все перевернуто, все выглядит иначе. Публикует The Insider, по крайней мере, Иран вновь перекрыл Ормузский пролив, обвинив США в пиратстве из-за блокады портов. Я не люблю какие-то объяснения, я только вижу конкретные факты. И вообще придерживаюсь точки зрения, что по делам их узнаете их. Зачем мне знать, что говорит Трамп? Многие обсуждают, он то так говорит, то это говорит. Это не имеет значения. Особенно в политике. В политике имеют значение только факты, чего добился, что сделал. Давайте Венесуэлу не забудем, там конкретные факты, конкретные дела. Удар по трансграничным мафиозным структурам, торгующим запрещенными веществами, также имеет место. Хотя и очень много споров по поводу методов, опять же. Да? Вот это все факты. А кто что сказал, вот опять же, Иран нашел причину, почему он так-то поступает. Мне абсолютно наплевать на причины, я только вижу, что он поступает, он его снова перекрывает. Иран вновь закрыл Ормузский пролив для коммерческого судоходства спустя менее суток после того, как глава МИД Ирана Аббас Аракчи объявил о частичном открытии пролива в рамках... из этого можно сделать только один вывод, что Аббасу Аракчи нельзя верить. Вот и все. Кто там хороший, кто плохой, тогда не обещай. То есть, если ты видишь, что ты не договорился или не получил нужной гарантии, тогда не открывай, не изображай. Или нет. Или как-то по-другому даже выглядеть. Я по факту вижу, что говорильня, конечно же, никакой там уверенности нет. И это еще на фоне того, что они открывают воздушное пространство. Я не знаю, надо быть сумасшедшим, чтобы полететь по их маршрутам, которые им крайне выгодны. Но с таким отношением, на мой взгляд, они просто сами себя дискредитируют. Еще раз, в сторону Ирана, если говорить. О Трампе тоже много чего можно сказать. О Трампе можно сказать, что за ним и дела есть. Да, давайте Венесуэлу не забывать, давайте мощнейший удар по наркотрафику международного масштаба. Это факты. Хоть бы он это молча делал, хоть он скажет одно, скажет другое, но есть факты. А здесь мы видим факты, что место совершенно неспокойное, и никаких точек, конечно же, не поставлено. Об этом сообщает иранское госагентство со ссылкой на пресс-секретаря Центрального штаба иранской армии Хатама Аль-Анбия. Иран обвинил США в пиратстве из-за того, что США сохранили блокаду иранских портов, несмотря на открытие пролива. В Центральном штабе заявили, что пролив останется под жестким контролем до тех пор, пока США не отменят ограничения на свободное передвижение судов из Ирана в пункты назначения и из других стран в Иран. На этом фоне, как сообщает Reuters, США решили продлить лицензию на покупку подсанкционной российской нефти. Она будет действовать с 17 апреля по 16 мая. Предыдущая, напоминается, также лицензия истекла 11 апреля. И первоначально США отказались ее продлевать. Такая ситуация, друзья. На самом деле, я вам так скажу очень кратко, что пугает меня больше всего. То, что у политиков есть привычка создавать себе определенный ресурс политический, определенный кейс. И чем больше затягиваются вот такие события, тем больше появляется политиков, которые себе на этом уже определенный политический капитал сделали или делают сейчас. И потом они будут зависимы от ситуации. Они уже будут стараться эту ситуацию либо спровоцировать, то есть чтобы она продолжалась как можно дольше, потому что она просто станет их необходимым ресурсом для какой-то своей политической борьбы, своих интересов, может быть и своих спекуляций политических. Так что, когда затягивается какая-то ситуация и идут игры в разговоры, а фактов нет, это меня, например, всегда пугает, потому что это и может сдвинуть историю в какую-то сторону, возможно, которая нам всем не понравится. А самое главное, что где-то в каком-то смысле, может быть, так чуть-чуть даже опять дав себе волю, я бы сказал, что никогда не играйте своими цивилизованными методами с тоталитарными странами. Они же с вами не играют в цивилизованные методы, я иронизирую, конечно же, играют. Они-то играют, но они от этого легко отказываются, потому что они очень легко умеют, что называется, менять риторику. Они как хамелеоны, они как психопаты. Психопат легко изображает эмоции, но на самом деле эмпатия ему неведома. Он не чувствует, не сочувствует, но изобразить может. И когда вы играете с системой, которая привыкла выживать, борясь со своим собственным населением, со странами вокруг, которые могут что-то пообещать, завтра забыть или что-то подарить, они прекрасно владеют методом пряника и кнута. Вы этого ничего не умеете. Вы думаете, вам там сказали или рассказали, и так и будет. Да вам скажут, подпишут. Может быть, даже внешне ничего не будет происходить, но параллельно откроется какая-то серая зона, на которой будут зарабатываться. Потому что мафиозные структуры вообще очень любят, особенно трансграничные, дружить с подобными странами и с подобными режимами. Потому что это замечательная гарантия средств, переводов, так сказать, и прочей капитализации, которые мы не видим, но которые бы неплохо, чтобы нас пугали, если задуматься о том, как они существуют и какую опасность несут. Тоталитарные режимы – это режимы
режим какого-то определенного лидера, как авторитета в преступных группах. И они ценны, но самое главное, что они умеют выживать, они очень скользкие, что называется, пардон за жаргонизм, в любых вопросах. Ждать от них понятия чести не существует у них такого понятия. Ни политическое, ни своей какой бы то ни было профессиональной, уж в религиозную я тоже не поверю. Поэтому это будут игры, которые будут затягивать, они будут накапливать жирок, они будут приспосабливаться к новым условиям. Они-то в любых условиях, если они живы и здоровы, найдут себе приток капитала, и они их будут всегда выигрывать себе в плюс. А страны, которые пытаются играть, мы договорились, вот должно быть так или должно быть так, все это будет ослаблять и рушить экономики тех, кто в это вкладывается эмоционально сильно, сопровождая какими-то внешними атрибутами, там, будь то армия, какие-то крейсеры, линкоры и прочие огромные корабли. А с вами просто слова играют, вас изматывают, это измором берут, и в конце концов вы отказываетесь от ситуации. Больше того, какое-то количество ваших политиков еще и заинтересованы уже становятся в этой ситуации. В результате самое страшное, то, что то, с чего все началось, народ, ну в данном случае Ирана, он не только не получает улучшения в своей жизни, а он получает и ухудшение своей жизни. Вы Иран, по сути, делаете легитимным. То есть он становится разговорщиком, переговорщиком. Он уже легитимизирован во всех этих новостях. Тайная надежда есть только на то, что Трамп иногда умеет резко оборвать эти долгие разговоры. Ну, уж не знаю, как будет дальше. Ну, я напоминаю, опять же, про Мадуро. Там тоже много было разговоров. Не знаю, посмотрим, как будет дальше, друзья мои. Ну, уж, по крайней мере, в Иране нету своего Мадуро. Все уже закопаны и похоронены. Да? Ну, есть свой КСИР, а там, ну, такой, может быть, уже даже определенный элемент многовластия. Такие системы вообще, как побеждать. Так что не знаю, но ситуация, на мой взгляд, напряженная. Немножко высказал своих слов, друзья. Не стесняйтесь, высказывайте, как это видите вы. Может быть, я в чем-то ошибаюсь. Ну, пример, как говорится, история знает немало того, как это, зачастую просто, как эти системы, как эти ситуации работают. И политический капитал, вот на мой взгляд, это такая отправная точка самого страшного. Потому что кто-то, причем еще раз, из других стран, вполне себе какие-то гуманные лидеры, политики, они начнут сколачивать себе капитал на борьбе, например, с Ираном. Могу рассказать вам смешную историю, которая была в Советском Союзе, сейчас уже нет этой страны, но там когда-то создали научный институт по изобретению комбайна. Ну, уже дальше не важно, в принципе, но там, по-моему, для сбора картошки что-то такое было. Вот. И люди смеялись. Те, кто знали об этом институте, его создали, штатное расписание, то есть есть, он укомплектован сотрудниками, финансирование, директор, карьерные лестницы. Но все вдруг в какой-то момент поняли, что самая главная проблема у этого института ни в коем случае не создать комбайн. Потому что когда они его создадут, их расформируют. А если знать еще Советский Союз, там, например, за выслугу лету, то есть ты долго работаешь в одном институте, там серьезные поощрения, прибавки были к пенсии. И то есть, как вот ты создашь комбайн, и ты просто жизнь свою разрушишь, причем все там, все укомплектовано, там люди карьеры делают внутри этого научного института. Нельзя доводить до такой ситуации. Не должна быть ситуация превращаться в некий институт по одной проблеме. Проблема должна быть вписана как симптоматика его болезни, либо болезнь, и она должна решаться. Она должна решаться быстро, иначе организм будет слабеть. Пардон за большое количество образов. Ну, кто не понял, пишите, задавайте вопросы, уточним. Кто понял, то добавляйте что-то от себя. Увидимся. Берегите себя.